Всем здравствуйте, мои любимые, дорогие друзья. Здесь будут ответы на некоторые ваши вопросы, а также ваш талисман на завтра. Я возьму несколько карт для вас, чтобы был талисман именно на тот день, который будет завтра от того дня, который вы смотрите. А если вы смотрите с утра, то это, конечно, талисман на сегодняшний день у вас, да? У меня кофе тайм, у меня утро, у вас может быть любое время суток. А также, если вы будете смотреть это как видео в записи, то видео от этого еще будет сильнее, потому что любое предсказание – это как намоленная икона. Чем больше людей пользуются иконой для своего счастья, тем больше икона приносит пользы. Для талисмана на завтра я буду использовать две колоды. Это ангелы и также мудрость, воодушевленная мудрость, так переводится эта колода. Приглашаю вас от сердца на эфир. Рада каждому, кто зашел. Пока я буду карты готовить, я хочу вам рассказать в двух словах, как пользоваться моими гороскопами, потому что были вопросы по этому поводу. Смотрите, у вас в карте рождения, я астролог, классический, профессиональный, и не популярная астрология, а классическая астрология, правильная астрология, да, которая проверила себя временем. Это большая разница есть. То есть у вас у всех есть карта рождения, там есть дома гороскопа. За каждый дом гороскопа у вас отвечает определенный знак. У всех по-разному, зависит от того, какая у вас карта. И потому что у вас есть 12 домов гороскопа, в вашем гороскопе есть 12 знаков зодиака. Поэтому было бы неправильно относить себя только к одному знаку зодиака. Это как бы себя делать бедным в 12 раз меньше. Себя делать слабым, бедным, в 12 раз себя принижать. Есть у вас все 12 знаков, но в разной мере. Какие-то знаки в вашей жизни, в этой жизни, в которой вы сейчас, проявляются больше, какие-то меньше. Но все 12 знаков точно есть в вашем гороскопе. Поэтому, дорогие мои друзья, по этому методу классической астрологии нужно понимать, что есть солнечный знак, есть знак Луны, а есть и знаки, в которых нет планет, то есть их нужно вообще прислушиваться к этим советам даже больше. Поэтому я советую смотреть все гороскопы. И это ваше время досуга с пользой. Это очень хорошее время. Это как есть такая медитация, сейчас очень популярна, называется mindfulness, или же присутствие в моменте. Поэтому это дорогого стоит. Это досуг с пользой. Поэтому смотрите все 12 знаков зодиака, когда вы отдыхаете, вместо какого-то ненужного вам сериала. И все советы усвоятся по-разному. Уже Вселенная знает, где у вас, в каком доме, какой знак. Поэтому что-то усвоится меньше, что-то больше, что-то поймется меньше, а что-то и больше. Вот такой ответ мой на вопрос, кто я по знаку зодиака. Вы по знаку зодиака, вообще по зодиаку у вас все должно интегрироваться, все 12 знаков. По Солнцу важно, но не самое главное, также важно по Луне, важно по персональным планетам. Персональные планеты – это Меркурий, Марс и Венера. Венера и Меркурий и Марс меняют знак примерно, Венера раз в 1,5 года, вернее, проходит весь круг зодиакальный в 1,5 года, да, меняет знак, то есть чуть больше, чем за месяц. Марс проходит тоже где-то примерно так, да, меняет знак тоже где-то вот в этом районе. А Меркурий еще чаще. То есть, другими словами, что это персональные планеты, те, которые меняют знак часто. И вы тоже должны знать, кто вы по персональным планетам. Марс – это персональная креативная энергия, Венера – это удача персональная, а Меркурий – это умение взаимодействовать с миром. Если человек с миром не взаимодействует, он не может быть успешный.
потому что успех у человека не может быть независимо от мира. Тогда он будет не от мира сего и будет отшельник. Но это на других видео. Может быть, что-то скажут эти ангелы по этому поводу. Итак, вот 3 ангела. И уже вот вышел такой ангел. Это архангелы, мои дорогие, здесь. Вот эти золотые карты архангелов. Талисман на сегодня или на завтра. Можно на 3 дня взять, потому что 3 разные. А это феи, ангелы земли. Архангел пока у нас вышел вот такой. И это ангел обучения, архангел обучения. В эти 3 дня вы что-то новое поймете, какую-то информацию новую получите на эти дни. 1, 2 или 3, как вам угодно. Будьте любезны, получите правдивое предсказание. У меня, как всегда, я правдиво читаю карты. Все то, как мне карты открываются, да, так я вам и читаю. Как вот я, как проводник, имею связь с высшими силами, как мне открываются карты, как вашему проводнику. И я честно, всегда правдиво все рассказываю, показываю крупным планом, ничего не скрываю. Даже, кстати, свое лицо не скрываю. У меня больше половины видео с лицом, так что мне можно доверять. В глазах человека можно многое прочесть, правда? Итак, вот это первый ангел, если вы выбрали один из 3, или же на 3 дня смотрите. Как вам удобно, так и делайте. Вы хозяин-барин. Вот это, вы знаете, расцветает земля, и с ней расцветаете вы. Планируйте, делайте планы, ангелы помогут, потому что здесь вы делаете планы на будущее, и у вас все получится. Планы ваши реализуются. Второй ангел говорит twilight или twilight, можно сказать, magic. Это магия именно вот этого twilight, это золотой час, если кто не знает, кто немножко разбирается в этом времени. Это когда солнце еще не село или не взошло. То есть, когда лучи солнца движутся не прямо на землю, что слепит в глаза, а вверх. Да, когда солнце еще за горизонтом, но уже все видно. Вот это называется twilight, или же золотой час. Это тогда, когда я делаю обычно предсказания. Это самое лучшее время. Самое лучшее время, чтобы... Я пью кофе, если вы хотите тоже, наливайте себе любимый напиток. Это самое золотое время, когда открываются небеса. И вы получите откровение именно в это время дня. То есть это перед рассветом и перед закатом. Следующая, 3 карта сказала Spring Song. Это весенняя песня. Да, весна уже начинается, мои дорогие. Весна должна быть в сердце всегда, каждый день, потому что весна – это начало. Всегда нужно стремиться к началу, к чему-то интересному. Наш мозг любит разнообразие. Наш мозг любит новинку. И это, да, у кого-то это новинка, новое платье. Я лично пересматриваю свой гардероб. И я или по-новому одеваю наряды свои. Вернее, наряды некрасивое слово, это не идет с моим личным отношением к одежде. Одежды, которые нас покрывают, когда нам нужно, защищают, или же делают нас веселее, приятнее нам, и другим приятно на нас смотреть. Так можно посмотреть в свой шкаф, что-то найти такое весеннее, или что-то переделать, перекроить немножко. Вы видели, как Том Форд или же любой другой дизайнер работают? Они надевают на модель, делают платье красивое, потом с ножницами все это дело обрезают так, как им удобно. Так что относитесь к одежде более творчески. Или же это может быть новинка не только в одежде, правильный стиль питания. Это самое супер важно. И новинка в том, как вы живете. Попробуйте жить по-другому сегодня, попробуйте сделать себе сами праздник. Это весна в душе. Вот все 3 весенние карты, пожалуйста. Будьте любезны, получите вот такую цветотерапию, да, талисман на сегодня или завтра. Еще раз повторяю, друзья, если вы смотрите это видео утром, так это на сегодня. Если у вас день рождения, в тот день, когда вы смотрите, от души поздравляю, это ваши ангелы благословения. И здесь вышла карта знаний. Вы получите какие-то новые знания за эти дни, которые сделают много добра вам. То есть вашу жизнь буквально сделают чистой, красивой. Вы станете мудрее, книга. У вас все идет по судьбе, скоро будет какой-то прорыв. Ангел поможет, ведь это книга знаний, правда? Мудрости. Так что у вас будет все хорошо, я за вас уверена. Вы будете с мудростью подходить к жизни, да, и видеть в ней смысл, тайный смысл предметов. Ну вот такие, мои дорогие, послания.
талисман. Я вышла на короткое время, чтобы рассказать вам, как работают мои предсказания по знакам зодиака, потому что на этом канале я делаю по знакам зодиака на месяц. Я делаю на неделю из 2 колод, можно выбрать левую или правую. На каждый день недели люди очень любят мои эти предсказания. Кто не знает, это кофе. Потому что можно планировать свой день, свою неделю. Также делаю послания от ваших духов, от кураторов, хранителей рода, проводников. И у меня это мои классические предсказания уже много-много лет на YouTube, с 2016 года. Вот, какие у меня еще есть рубрики? У меня есть рубрики, да, «Вам письмо от высших сил», это мой конек, моя рубрика. Предсказания на неделю, предсказания на месяц по знакам зодиака. Рекомендую смотреть все знаки зодиака, и это так, как есть в астрологии, да, так, как есть в астрологии. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте относительно моей работы, как ее понимать и так далее. Кстати, чтобы найти свой знак, вот меня спрашивают, вышли ли водолеи. Водолеи вышли уже давно. Вам нужно просто зайти на канал, и это очень просто, нажать на название канала. Вы попадете на канал, нажимать на скрин можно везде на YouTube, конечно, да. Это YouTube, это не чей-то сайт. Там очень все нормально, правильно. Нажимаете на название канала, попадаете на канал. В разделе «Видео» можно найти ваш знак. Потому что мне вот утром читаю комментарии, у меня опять вопрос, а было ли для водолеев? Ну, конечно, было. А если для какого-то знака еще не было, проверьте, пожалуйста, я каждый день выпускаю новый знак. И проверьте, вот в следующий день будет, да, так что благодарю. Дело все в том, что эти расклады, они очень емкие, объемные, это колоссальная работа. Поэтому я выпускаю один в день, ну, потому что это все требует колоссального вложения моей энергии. Спасибо большое за понимание. Если есть какой-то вопрос, задавайте, пожалуйста. Для Дев еще не было, но будет. Опять же, заходите на канал, смотрите для разных знаков пока. Это с пользой вы проводите досуг. Это дорогого стоит, мои дорогие. Вот такие дела, дорогие мои. Я делаю очень часто астрологические видео, где я очень щедро делюсь с вами моими классическими профессиональными астрологическими знаниями, где другие продают за деньги, а я с вами просто щедро делюсь. И у меня очень много таких астрологических эфиров бывает, где я четко объясняю вам, что такое куспид, что такое знак зодиака, что такое дом, что такое планета. Планета — это целый мир, каждая планета — это энциклопедия. Так что смотрите такие эфиры тоже, если желаете, конечно. Если есть желание. Насильно мил не будешь, только если есть желание. Да. Если у вас ко мне вопрос. Вот еще насчет того, что там уединиться, спрятаться, вот и такое все. Дорогие мои, только во взаимодействии, в правильном взаимодействии человек развивается, в взаимодействии с этим миром. Не только с домашними самое трудное взаимодействие, а вообще с миром. Человек понимает, насколько он нужен другим, насколько он может предложить что-то другим, что умеет, и так далее. В общем, такой маленький эфир. Мы с вами посмотрели талисман на тот день, на который вы смотрите, а также я вам рассказала, как смотреть мои прогнозы. Я могу взять на пасашок карту, давайте возьмем, которая ответит на ваш вопрос. А талисман на один день. Вот ваш талисман. И написано на карте, что Вселенная дает вам мечту. Это называется dream. Dream — это не то, что приснилось, но бывает, что приснилось. Вселенная дает вам мечту. И раз Вселенная дала вам мечту, Вселенная даст вам тоже инструмент и ресурс, чтобы эту мечту достичь. Прислушивайтесь к своему голосу, к тому, что вам дают всякие знаки, подает мир. То, что нужно что-то каждый раз чуть сделать для этой мечты, каждый день что-то сделать и не сходить с пути, верить,
а также держаться своего плана, не сдаваться. Да, будут и взлеты, и падения, но на карте написано, что вы мечту свою осуществите. Ну, кто не любит английский, вы уж меня простите. Практически все карты пришли к нам из-за рубежа, есть и наши на русском языке, но в основном из-за рубежа переведенные карты. Перевел переводчик, не эзотерик, поэтому у меня карты все на том языке, на котором они вышли в мир. Поэтому и нет у меня на китайском, я мандарин не понимаю. И я всегда делаю живой перевод. Итак, если вы не любите, как я говорю по-английски, можно закрыть уши на 1 секунду. Написано I give you star dreams. Все мечты, которые вот у вас есть, практически все, вам пришли из вашей звезды. У нас у всех есть звезда, энергию которую мы получили при рождении. Понимаете? И это ваша звезда. И оттуда, из этой звезды, приходит ваше счастье. Посмотрите, какая красота на этой карте. Вам Вселенная, ваши кураторы рода помогут осуществить вашу мечту. У каждого она своя. Dream – это мечта. У вас может быть мечта касательно или же финансового благополучия, финансовой независимости, карьеры, работы. Вся мечта, каждая мечта, которая у вас есть, она правильная. Касательно семьи, брака, детей. Ну вот здесь с детьми немножко пунктик. Мечты детей относительно их, они правильные. А вот мечты наши относительно детей, они, скорее всего, это наши нереализованные мечты. Там нужно немножко коррекцию сделать. Итак, какая бы у вас мечта ни была, можно ее сейчас озвучить, подумать о ней и попросить ангела вашей звезды помочь вам осуществить эту мечту. И все у вас будет хорошо. Okay? Вот так эта карта на Басашок. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Всегда обязательно. Для меня вы родные люди, потому что я за вас несу ответственность. Все, кто на меня подписаны, это те, кому я когда-то помогла, помогаю до сих пор. И буду продолжать помогать верой и правдой вам служить. У меня каждый подписчик – это человек, которому я нужна в той или иной мере. Поэтому я очень серьезно отношусь к тому, что я делаю. Люблю вас, обожаю и буду в дальнейшем для вас стараться. Будем видеться, мои дорогие. Пока-пока, мои дорогие. Всем добра.